Добрый день, дорогие овны! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на 2026 год. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот яркий период времени. И да, дорогие, я буду рассказывать гороскоп декадный, поэтому я буду рассказывать про астрономическое событие, как оно влияет на каждую декаду овна. И да, вы можете смотреть этот гороскоп по Солнцу или же по асценденту. Если вы Овен по Солнцу, то первая декада Овна – это те, кто родились в марте. Вторая декада Овна, кто родился с 1 по 10 апреля. И третья декада Овна, если вы родились с 11 апреля и до знака зодиака Телец. Если вы смотрите по асценденту, тогда делите 30 градусов знака Овна на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, тогда вы первая декада Овна по асценденту. Если ваш асцендент попадает с 11 по 20 градус, то вы вторая декада Овна по асценденту. И если же ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Овна по асценденту. И да, дорогие, 2026 год подготовил для нас очень много астрономических событий. Это два коридора затмения на растущих лунных циклах, когда я вам скажу, что нужно приложить как можно больше усилий для того, чтобы в жизни получилось все то, что нам хочется. У нас три периода ретроградных Меркурия в эмоциональных знаках. Это в Рыбах, в Раке и в Скорпионе. Но кого они пугают, когда у нас осенью в 2026 будет ретроградная Венера в Скорпионе, которая, естественно, заставит нас всех навести в своей жизни порядок в любовной, в личной жизни, либо же в финансовой. Понимаете, о чем я говорю? Плюсом у нас в 2026 множество планет меняет знак. Сатурн меняет знак в феврале, Нептун в январе, Уран в апреле. У нас Юпитер меняет знак в конце июня. Плюс в июле у нас кармические узлы меняют знаки тоже. И, конечно же, при всем при этом у нас осенью ретроградная Венера. Мы, конечно же, ей будем рады, но не от всего сердца. Поэтому, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Сейчас будем планировать этот год, который будет для нас прорывом. Скажем честно, будут моменты, когда нам нужно будет, конечно же, очень сильно постараться. Сейчас я все эти моменты и диапазоны времени расскажу, какой у нас есть запас прочности и сил. И для того, чтобы все получилось, как нам хочется, нужно уже начинать сейчас, в 2025. Но, как говорится, если не хватило сил в 2025 в ноябре и в декабре, тогда, конечно же, январь и февраль – это будут месяцы овнов и первой, и второй, и третьей декады, когда нужно будет максимально быстро прибирать все завалы в своей жизни, если это говорить прямо. Да? Конечно же, у овнов первой декады 2026 начнется с такой мощной вечеринки, будет чувствоваться все вот это напряжение, движение вперед, резкое форсирование событий, потому что у нас в конце января у нас Нептун меняет знак 26 января 2026 года. Красивая дата, но когда Нептун из Рыб перейдет в знак Овна, то эмоции, понимаете, дорогие Овны, у вас будут такие очень бурные, очень мощные. Ну, то есть, если Нептун последнее время у нас находился в Рыбах, то мы как-то вот лавировали, как-то вот мы могли справиться спокойно, в нас буря эмоций была, то вот здесь как раз-таки мы все почувствуем, что эмоции наши начнут бурлить, потому что, сами понимаете, Овен знак очень активный. И да, с конца января эту историю будет очень чувствовать Овны первой декады. Не то скажу, что как бы Овны второй и третьей декады не будут это чувствовать, это будет не такое влияние, потому что все-таки аспект Нептуна еще не дойдет до Овна второй там, и третьей декады. Поэтому, мои дорогие Овны первой декады, у вас, конечно же, начнется и закрутится начало 2026 года в январе, конечно же, вот с такого состояния, когда будут, ну, во-первых,
розовые очки сбрасываться, потому что Нептун, когда идет в соединении с Солнцем, конечно же, добавляет иллюзий. Но следом, почему я говорю про сбрасывание розовых очков, у нас следом в ночь с 13 на 14 февраля Сатурн тоже меняет знак и из Рыб переходит в знак Овна на ближайшие 2 года. Чуточку больше, до апреля 2028 года Сатурн будет находиться в знаке Овна. И там уже, конечно, начнется у нас у всех уже совершенно другая жизнь. Но пока Сатурн будет идти по Овну, он будет идти очень быстро. Да, и Овна в первой декаде будут быстро сбрасываться все иллюзии уже в феврале. Поэтому, дорогие Овны первой декады, не уходите в иллюзорное, чрезмерное, романтическое вот это состояние. Трезво стойте на ногах для того, чтобы февраль не показался для вас каким-то очень сложным, необычным и немножко даже неадекватным или злым. Потому что Сатурн, когда приходит и делает соединение с Солнцем, это аспект, когда нам нужно резко взрослеть, резко поднимать свой социальный статус, зарабатывать деньги. Но Сатурн – это та планета, которая всегда дает нам очень такой реалистичный результат своего труда. То есть все наше терпение, сила воли и хватка будет в итоге нам дана в виде финансовой компенсации, в виде нашего обновленного социального статуса. Сатурн точно так же дает приобретение недвижимости, поэтому здесь, конечно же, это те деньги, которые вы заработаете, потратив свои силы однозначно. То есть это не иллюзорное восприятие Нептуна, то есть на Нептуне можно 10 лет заниматься творчеством и стать там, известным, заработать свои деньги, на которые ты можешь себя прокормить через очень долгий период времени. А вот Сатурн, он дает сразу. Итак, у Овнов первой декады движение Сатурна будет как раз-таки до мая 2026 года. С мая по октябрь Сатурн будет бежать по второй декаде Овнов. Потом он, правда, вернется, и в декабре он уже покатится обратно. Понимаете, я о чем говорю, да? Будет в первой декаде Овнов и очень быстро, и уже весной 2027 года он уже будет вторую и третью декаду Овнов, и в первой декаде Овнов уже не будет. Понимаете, я о чем говорю, дорогие? Поэтому Овны первой декады, если вы наметили в 2026 году приобретение недвижимости, то дерзайте здесь, максимально вкладывайтесь. Если вы намерены социально подняться, Сатурн – это не просто приобретение недвижимости, это выход замуж, брак, это новая должность, где нам нужно брать больше ответственности и решать вопросы другого уровня. И да, Сатурн, конечно, всегда нас очень неоднозначно подводит к таким моментам, когда, например, у нас резко, например, перестает зарабатывать муж, портятся отношения с мужем или же с родителями, которые нас оплачивали нашу жизнь, да, то есть как-то резко уходят наши финансы. То есть и если мы в жизни ничего не понимаем, то начинают еще и отношения портиться. Поэтому, дорогие Овны первой декады, февраль будет такой очень мощный, очень яркий. Ну и Овна второй декады в том числе. Забегая про январь, Овны третьей декады. Про Овнов третьей декады, потому что я ничего не сказала, и у вас очень сильный январь. А здесь, конечно же, Юпитер идет по третьей декаде рака и делает квадратуру Овнам третьей декады. Поэтому здесь у вас, дорогие Овны третьей декады, будет такое большое, мощное противоречие внутренних ощущений, что как-то в моей жизни все происходит не так, как я хочу. Поэтому здесь, мои дорогие, посмотрите, чего же вы не сделали в своей жизни, потому что все вопросы юпитерианские будут у вас вставать как раз-таки в январе. И я не побоюсь этого слова, что прям даже с боем курантов 2026 года у вас будет такой момент, так, а почему это у меня все не так, как я планировал, хотела и тому подобное. Вопрос с Юпитером – это жить в благоустроенном районе города, подняться в социальном статусе в том числе, возможно, переехать, возможно, даже иммиграция, пожить в каком-то новом месте для приобретения определенного опыта. Юпитер – это про знание и про образование. И здесь, конечно же, все вопросы встанут у Овнов третьей декады, поэтому здесь посмотрите, если вы считаете, что вы достойны большего в своей жизни, профессиональной, в личной в том числе,
после, тогда, конечно же, пишите себе планы, цели. Я всегда за это, для того, чтобы мы планировали свою жизнь. И тогда январь будет продуктивный, и февраль очень сильно будет продуктивным у овнов третьей декады. Овны второй декады, у вас история тоже будет связана с юпитерианскими вопросами. Здесь посмотрите, чего же вы хотите от жизни, потому что январь, конец декабря 2025 и январь, первая половина 2026 года у Овна второй декады, это будет такой большой, мощный толчок. А почему вообще я не пришел к тому, чего я хотел? То есть это такое будет большое подведение итогов 2025 года. И по факту, если сказать себе, что где-то не доработали мы и не предъявлять претензий, тогда будет год очень продуктивно начинаться и очень продуктивно идти. Это Овны второй декады. И уж если мы говорим про 2026 год, вообще могу сказать, дорогие Овны, для вас это будет прорыв. Вообще для овнов и первой, и второй, и третьей декады. У овнов третьей декады этот прорыв отложится на 2027 год, но это не говорит о том, что он у вас придет. 2026 год у вас будет таким годом, когда вы будете кайфовать от своей реализации, когда вы будете идти вперед, очень много делать, а вот уже такие плоды, это 2027 год для вас, конечно же. Но, опять же, очень много чего нужно сделать именно в начале 2026 года. И здесь у нас первый коридор затмений, который начинается с 17 февраля по 3 марта. Это коридор затмений, который у нас будет на растущем лунном цикле. Когда я вам скажу, дорогие, сделайте как можно больше, вложите своих усилий в свое развитие, в свою реализацию. И да, если мы говорим про овнов как раз-таки первой декады, то здесь только вперед, только рост, только мощные истории, связанные с вашим профессионализмом. И здесь никто за вас это не сделает, потому что здесь, конечно же, аспект Сатурна, аспект Плутона, и здесь движение мощное вперед. Конечно же, дорогие овны первой декады, у вас в этот коридор затмений, и еще весь март продлится вот эта эмоция, что достойный, недостойный, получится, не получится, а может быть не так. Просто четко составьте себе план, поработайте со своей гордыней. Это, кстати, про всех овнов можно вот так 2026 до сентября однозначно, потому что Лилит у нас с конца 2025 до 13-14 сентября будет идти по знаку Стрельца и будет делать аспект Овнам. Так вот, до конца марта Лилит как раз-таки будет задавать вопросы овнам первой декады. И здесь вы будете полны страхов и сомнений, что вы не готовы, что у вас не получится, что вы недостойны. Убирайте эту историю, пишите по факту в свою книжечку, блокнотик и ежедневник, что вы достойны, что у вас это получится. И тогда эта весна у вас будет очень сильная, очень мощная, большим, невероятным скачком. И март начнется очень хорошо, очень мощно. Это овны первой декады. Овны второй декады. У вас история с Лилит, конечно же, начинается, вот когда у нас начнется астрономическая весна, с 20 марта у нас как раз-таки начинает меняться. Лилит переходит во вторую декаду Стрельца, и здесь, конечно же, все вопросы страхов и переживаний у вас. Опять же, почему я говорю про Лилит? Потому что это всегда наши сомнения, когда мы считаем, что мы достойны или мы недостойны. И понимаете, нас от наших желаний, действий и реализации останавливают всегда только наши страхи и волнения. То есть если мы быстро с этим разбираемся, кому-то для этого нужно день, кому-то неделя, кому-то месяц, а кто-то год тратит на свои переживания, а могу ли я, а получится. И вот когда уже вот этот момент внутренний, противоречивый, когда я понимаю, что в моей жизни все не так, как я хотел, потому что я сам останавливаю свой рост, саботирую, да, потому что здесь, конечно же, в феврале уже будет Юпитер со второй декады раков, овном второй декады давать максимально противоречия, когда будет захочется ругаться с близкими и обвинять всех вокруг. На самом-то деле нужно предъявить претензии себе и сказать, почему это у меня не получается. Потому что я не делаю, потому что я боюсь, я волнуюсь, считаю, что недостойна. Да почему? Всего вы достойны, дорогие овны второй декады. Просто нужно в этом феврале уже нужно бы в феврале начать новую жизнь движения вперед, роста и продуктивности.
Кто-то может, наоборот, в этом коридоре затмений начать об этом только думать, тогда, конечно же, разгребая полный завал. Поэтому убирайте всю эту историю на начало 2026, на январь, а в феврале уже четко включитесь в свою жизнь, дорогие овны второй декады. Овны третьей декады. Для вас коридор затмений будет таким очень мощным. Вообще у нас коридор затмений включается, это новолуние. Новолуние в Водолее, когда Солнце и Луна в квадратуре с Ураном. Это максимальная позиция, когда нам хочется все бросить и уйти и сказать: я ни за что не хочу отвечать, мне не нужна ваша ответственность, я боюсь ее брать, я думаю, что у меня не получится, пусть за это отвечает кто-то другой, а я хочу просто тусоваться. То есть эта история может случиться с овнами третьей декады, буквально в феврале, когда захочется вот так вот взять и все в своей жизни поменять. Не надо так делать, потому что привнести нечто новое, яркое, интересное в свою жизнь, профессиональную, любовную, да, однозначно. Здесь нужно понимать, где же вы слились в отношениях, где вы слились в своей работы, действуете по наитию, что вам нужно сделать такого нового, интересного, яркого, чтобы у вас внутри вот так вот все зажигалось. Это овны третьей декады, и тогда у вас начнет все включаться активно, красиво. Вы как вот на волне вот этого драйва пойдете. Если же вы не придете к своему внутреннему такому ощущению, что нужно активно идти вперед, тогда, естественно, это эмоции разрушения в личной жизни, как правило, когда мы считаем, что вот у нас не получается, потому что вот как-то вот у нас отношения, мы слились в отношения, да, со своей второй половинкой. И здесь не надо винить свою вторую половинку, когда мы сливаемся в отношениях, это наш личный выбор, поэтому не обязательно кем-то стать в профессиональном плане, руша свои отношения, разводясь, руша брак, особенно если у вас очень множество точек соприкосновения, вы объективно понимаете, что у вас не просто какая-то эфемерная такая любовь, у вас реальное чувство благодарности и ответственности, и вам с человеком комфортно и хорошо, а здесь у вас такое ощущение, что вы слились с партнером. Разливайтесь, оставляйте для себя, я всегда говорю, очень хорошо живут в браке те в отношениях, те люди, кто может свою карьеру точно так же строить. То есть муж строит, жена строит, и у вас совместный большой проект, это ваша семья, и тогда всем хорошо. Каждый реализовывается в своей жизни, как он хочет, но при всем при этом у вас есть вот этот ваш островок понимания счастья и любви, который вам как раз-таки хочется. Это овны третьей декады, и пусть коридор затмений февральский как раз-таки зарядит вас и в марте, и март у вас будет очень продуктивный и яркий, без вот этих всех иллюзорных моментов. Плюсом, конечно же, у нас еще в феврале, с 26 февраля по 20 марта у нас ретроградный Меркурий. Я не могу сказать, что это период какой-то будет очень сложный, какой-то он будет очень печальный, нет. Эмоциональный период, да, ретроградный Меркурий будет в рыбах, но это для того, чтобы понять вторую половинку, понять близких, понять себя, потому что рыбы – это максимальный знак самокопания. Поэтому здесь ретроградный Меркурий, он же будет в очень гармоничном аспекте с Юпитером, поэтому здесь максимально стройте свои планы, цели, двигайтесь вперед. И вообще и февраль, и март, чем больше вы сделаете в своей жизни, овны и первой, и второй, и третьей декады, тем продуктивнее эта история у вас сложится. Вообще хочу сказать, что март будет у всех овнов очень благоприятный месяц, если вы в коридор затмений не уйдете в негатив, в депрессивные вот эти состояния, в иллюзорные, потому что у нас в марте Венера будет идти по Овну, и это как раз-таки истории чувственные, страстные, любовные, когда хочется и на свидания ходить, и гулять, и время вместе проводить. Это период хороших отношений, когда вы можете договориться, потому что здесь и Венера в гармоничном аспекте с Плутоном, и даже с Лилит, когда вы можете в своих страхах разобраться, поговорить со своей второй половинкой, и тогда будет складываться все очень хорошо. Ну да, к концу марта у нас Венера выстраивается в квадратуру с Юпитером, когда захочется все-таки поворчать. Но опять же, это аспект неделю просто всего лишь у нас будет, поэтому не уходите здесь в какое-то ворчание, в претензии в отношении. Просто благодарите свою вторую половинку, благодарите себя за все усилия. Кстати, этот период Венеры в квадратуре с Юпитером – это очень хороший период для того, чтобы потратить очень много денег на какую-то ерунду. Поэтому здесь будьте аккуратны в тратах во второй половине
марта. Для кого-то, опять же, этот момент будет очень благоприятный в тратах, для кого-то, опять же, нет. Кто-то может на этом аспекте приобрести недвижимость, кто-то, опять же, нет. Кто-то может просто тратить по прихоти. И здесь, если у вас намечаются на вторую половину марта какие-то мощные покупки, пишите в комментариях. Но обязательно, дорогие, указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, что же вы хотите в своей жизни такого сделать, потому что март обещает быть месяцем на самом-то деле ярким, и первая половина апреля в том числе. Опять же, если мы не уходим в какие-то иллюзорные состояния, если мы честно и зрело себе говорим, чего же мы хотим, если мы действуем, потому что у нас и в апреле, и Марс переходит в Овны, он в потрясающем стелиуме вместе с Меркурием, с Нептуном, с Сатурном, то есть у Овнов первой декады вообще просто потрясающий, шедевральный. И апрель будет, и здесь нужно сделать очень многое, потому что здесь еще будут такие спокойные аспекты, а в конце апреля, 26 апреля 2026 года у нас Уран меняет знак, переходит в первый градус Близнецов. И для Овнов первой декады начинаются просто какой-то невероятно быстрый и бешеный период, потому что аспект Урана, он хоть и гармоничный, но это всегда ускорение, когда события начинают случаться очень быстро. То есть, понимаете, да? И вот здесь, почему я пишу, говорю, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что у всех все работает по-разному. Смотрите, очень много благоприятных аспектов. По факту я могу сейчас на общем гороскопе сказать, что у Овнов первой декады все вообще будет просто супер классно в этом апреле, в конце марта, в апреле, ну то есть на ваши дни рождения, и у вас все будет очень классно и потрясающе. Но опять же, не все люди по умолчанию могут выдержать такое количество, хоть и гармоничных аспектов. Вот просто человек не может выдержать, это большая амплитуда событий, и человек просто очень сильно устает и не вытягивает, получается, вот эти события, не доводит дела до конца, начинает нервничать, злиться, ругаться. Овен включается на всю катушку, когда хочется вот прям так, свою агрессию выпустить прямо сейчас, при всем при этом испортить очень много моментов. Понимаете, о чем же говорю? А кому-то спокойно выдерживает и напряженные аспекты. То есть есть и люди, кто вообще не интересуется у меня на консультации гармоничными аспектами. То есть люди-бизнесмены, которые приходят и говорят, когда у меня будет максимально большой финансовый приход. Я называю именно напряженные аспекты, потому что на напряженных аспектах человек напрягается сильнее, но и финансовый приход денег тоже гораздо сильнее. И все здесь люди разные, понимаете, дорогие. И нет хороших и плохих. Просто есть то, с чем мы привыкли жить и как мы умеем с этим справляться. То есть вот это и есть норма, и она у каждого своя. Поэтому смело на общем прогнозе могу сказать, что апрель будет классно. У Овнов и первой декады. У Овнов второй декады он будет противоречивый, потому что здесь Юпитер дошагивает вот в финальный, пожалуй, месяц, да, по второй декаде рака. И здесь, конечно же, Овны второй декады, если вы не включитесь в профессиональную сферу, в максимальную реализацию, все, что связано с Юпитером, уже говорила, да, то есть это и знание, и образование, если вдруг оно вам нужно, вы понимаете свои компетенции, да, это и переезд, и благоустройство своей жизни. У кого-то это может быть и расширение семьи, какие-то мелкие упреки, мне хочется ребеночка, мне хочется замуж, и вы имеете право на это, просто понимаете, чего же вы на самом деле хотите, пишите себе четкий список, и тогда Овны второй декады апреля у вас будет очень классный, очень яркий, много чего получится. И да, конечно же, в апреле уже Лилит будет идти по второй декаде Стрельца. Это апрель, май и июнь 2026 года, когда Лилит будет идти по второй декаде Стрельца и делать аспект Овна второй декады, когда вы будете максимально полны сомнений и говорить себе, что я недостоин, недостоин. Но опять же, у нас Лилит идет по Стрельцу, это гармоничный аспект, поэтому все вот эти переживания, они очень такие легкие. Когда у нас в сентябре Лилит поменяет знак и перейдет в знак Козерога, вот там будут максимальные сомнения у всех Овнов, и первой, и второй. То есть у Овны первой декады, вот по Козерогу пока будет идти Лилит, это будут прям максимальные сомнения, чувство, что я вообще абсолютно неудачник в своей жизни, у меня ничего не получится. То есть это такие негативные, достаточно разрушающие эмоции. Начнутся у Овнов первой декады с сентября до декабря 2026 года. Потом переключится на вторую декаду Овнов
в начале 2027. Понимаете, я говорю, да? Плюс-минус 3 месяца, иногда бывает 3,5, иногда 4 в каждой декаде Лилит находится. Но это момент, когда мы всегда тормозим. Поэтому сейчас до сентября 2026, дорогие овны, хочу сказать, что не тормозите. Все вот эти ваши истории, они должны у вас решиться в вашей голове, и тогда все будет очень хорошо. И да, апрель для овнов третьей декады будет тоже яркий, если вы будете двигаться вперед. Здесь хочу сказать, что будет такое небольшое затишье в эмоциональном плане. У овнов третьей декады будет такое ощущение более спокойное, более такое стабильное, да, но опять же, уже начнутся у овнов третьей декады, такая, знаете, момент вопросиков, да, потому что у нас Уран меняет знак 26 апреля в соединении с Венерой, но при всем при этом он еще встает в квадратурах на кармические узлы. Кармические узлы у нас будут доходить вот последние градусы оси рыбы и девы, и как раз-таки 27 июля 2026 года поменяют знак и перейдут на ось Льва Водолея. И вот здесь начнутся вопросики уже кармические для овнов третьей декады. Вопрос своей самореализации. Вообще, достиг ли я в своей жизни того, чего я хотел, и вся эта история будет у овнов. Почему я забегаю вперед? Да потому что она отсвечивать у овнов третьей декады начнет уже как раз-таки, дорогие овны третьей декады, с ваших дней рождения. Как раз-таки уже в апреле у вас будет желание резко все поменять. Там же еще Уран будет на кармических узлах делать аспект. То есть это резко все поменять. То есть, понимаете, февральский коридор затмений просто так не уйдет в марте, в апреле, в мае, в июне и в июле. То есть у вас будет какое-то желание вот такое мощное, резко в своей жизни что-то делать. Не знаю, захочется как-то хайпануть. При всем при этом можно будет на квадратурных аспектах испортить реально свою репутацию, понизить свой социальный статус, хотя вы достойны большего. Вы заслуживаете всего, чего вы хотите, и оно к вам обязательно придет. Но здесь захочется почудить. Понимаете, я о чем говорю? И здесь овны третьей декады, вот уже с апреля начнется опять такая вторая волна резких изменений. Причем будет такое внутреннее ощущение, что как-то вот мне вторая половинка мешает в своей жизни, да, вот без нее мне было бы легче и проще. И эта история не факт, что закончится хорошо. Опять же, для кого-то развод это бывает новой точкой развития, и на самом-то деле с другим партнером вам будет комфортнее, а для кого-то вообще нет. И это я тоже смотрю только по личным указаниям в натальных картах, в транзитных, потому что у кого-то это очень болезненные события, к которым вы не готовы, а для кого-то это простое событие, люди пожили год вместе и понимают, что они как-то вот это совсем не то, чего хотелось. Вопрос почему? Реально ли вы, входя в отношения, смотрели реалистично на свою жизнь, на своего партнера, на свои желания, ожидания и вот это вот все. Либо вы прожили там 18-19 лет вместе, и сейчас у вас резко хочется менять. Но опять же, 18-19 лет вместе – это как раз-таки аспект Урана, когда хочется вот так вот, начать жить с нуля. И здесь, понимаете, нет хороших и плохих. У меня на эту тему есть большое видео «Любовный гороскоп». В конце ролика прикреплю. Там посмотрите, как каждая планета, когда делает аспект в определенные точки нашей натальной карты, какие у нас случаются в отношениях кризисы, когда нам хочется что-то поменять. Кому-то из зонов третьей декады захочется резко обнулить свою профессиональную деятельность, много лет наработки, опыта, знаний, и захочется резко что-то поменять. Опять же говорю, очень хорошее время для того, чтобы внедрить нечто новое, включить новые моменты в своей работе, не обязательно обнуляться. Кажется, что если мы сейчас обнулимся, все сбросим, отрежем себе волосы, стрижку, потому что там захочется еще и очень сильно кардинально резко все поменять. Венера в соединении с Ураном. И эта история, когда захочется резко поменять свой имидж. Очень плохая идея менять свой имидж в апреле и в мае. Захочется очень сильно это сделать, прям просто кардинально, еще раз говорю, повторюсь в 100-й раз. На периодах Урана резко поменять свой имидж, образ редко получается гармонично и в благо для своего будущего. Поэтому здесь, дорогие, будьте аккуратны со своей репутацией, внешним видом, со своей жизнью, со своей любовью, сердечком и отношением, потому что конец апреля и май будет с такой большой амплитудой,
когда нам захочется очень резко все менять, но это хорошие периоды для того, чтобы мы понимали, что нам нужно всего лишь начать идти в рост. И да, что касается мая. В мае у нас все по классике. 6 мая уходит в ретроградное движение Плутон. Он каждый год у нас уходит в ретроградное движение в мае. В 2026 году он из ретроградного движения вернется 16 октября, когда у нас уже будет период ретроградной Венеры и вот-вот еще и период ретроградного Меркурия. И нам до разворота Плутона ретроградного будет вообще абсолютно никакого дела. Поэтому май у нас будет начинаться на таких вот историях, когда он вот у нас Уран в апреле поменял знак, конечно же, мы все почувствуем эти изменения. У меня есть на эту тему большое видео «Уран в Близнецах» на ближайшие 7 лет до 2033 года. У нас Уран будет находиться в знаке Близнецов. Наша жизнь поменяется у всех кардинально. Новые социальные сети, мессенджеры, связи, коммуникации, круг общения, транспорт, логистика, все поменяется. Общение, языковая история, в том числе интернет, это все будет меняться, и здесь все по-разному будут это ощущать. На Овнов будет влиять однозначно первые 3 года, вот 2026, 2027 и 2028. Уран будет прямым аспектом влиять на Овнов первой декады, на Овнов второй и третьей декады косвенно, либо если есть указание к вашей натальной карте в прямом смысле, к вашей транзитной карте у Урана, да, по общему гороскопу у меня аспектов на ближайшие 3 года нет. Опять же, через кармические узлы на Овнов третьей декады Уран влиять будет. Понимаете, да, как это работает? Вот такая история, поэтому жизнь наша будет меняться вот по всем сферам Урана, которые я сказала. Мы будем на это реагировать каждый по-разному, кто-то готов, кто-то не готов. Опять же, хочу сказать терпение, стойкая сцепка с реальностью и понимать, что мы с этим совсем обязательно справимся. И искать, конечно же, свои лазейки, выходы из ситуации. Все это к ускорению технологического процесса, его не остановить, понимаете, да? И поэтому каждый будет рад и счастлив в своем островке счастья. Поэтому я еще раз говорю, не спешите разрушать свои семьи, любовные отношения и связи с людьми, с которыми вы понимаете, у вас абсолютная такая химия, да, когда у вас и друзья верные, когда вы понимаете, что вам с этими людьми по жизни в принципе хорошо, это дружеские отношения, это любовь, это семья. То есть здесь нужно прямо-таки понимать, то есть это коллеги, будь это и бывшие коллеги, в том числе. Основная важная история на ближайшие 7 лет – это люди и коммуникация. Если мы сами будем ее рвать, тогда будет сложно. И вот как раз-таки конец апреля и май – это новая такая история, как мы будем в этом взаимодействовать, коммуницировать. И самые сложные периоды мая – это 20-е числа его для нас, для всех. Здесь на небе выстраиваются, конечно, такие конфигурации, когда хотелось бы сказать, почему вот так напряженненько. Здесь связи, коммуникация, здесь самые отважные будут идти вперед в рост, но у нас в конце мая Лилит в оппозиции с Меркурием, поэтому не теряйте коммуникацию, не ругайтесь там, где этого делать не надо. У нас финальные буквально месяцы и кармические узлы поменяют знак, но они меняют знак в квадратуре с Ураном. Это тоже нужно понимать, когда будет чуточку трясти. Вот такая история. Каким же будет июнь? У нас в июне следующие события. В конце месяца у нас Юпитер меняет знак. Он из знака Рака переходит в знак Льва. Начинается потрясающее время для овнов всех декад. Да, дорогие. Здесь будет такое движение, скачок, рост. Все, что связано с Юпитером, я уже говорила, да. То есть здесь как раз-таки вот можно вспомнить, что год яркой красной огненной лошади. Вот он, можно сказать, в это время включится с 30 июня. Но у нас не просто так Юпитер меняет знак, переходит в знак Льва. Он еще это делает 30 июня в соединении с Меркурием, который в этот же день уходит в ретроградное движение в Раке. Понимаете, о чем говорю, да? Поэтому здесь весь июнь, пожалуйста, дорогие овны, и первой, и второй, и третьей декады, будьте аккуратны в своих личных отношениях. Естественно, после мая, каким он у нас будет, да,
в июне это просто закономерность, что мы можем просто начать ругаться. На самом деле наводите коннект, контакт, разговаривайте с близкими, с любимыми. Все получится хорошо. Договаривайтесь о своих точках роста, потому что Меркурий у нас будет в июне, даже в ретроградном движении, но при всем при этом он будет в квадратуре с Сатурном, когда такой ответственный, зрелый подход в жизни будет очень сильно помогать. Плюсом, помните, говорила, что Сатурн уже с мая включится как раз-таки во вторую декаду Овнов. В середине мая он переходит во вторую декаду Овнов. И вот со второй половины мая, июнь, июль и далее, да, у нас Сатурн будет идти по второй декаде Овнов. Это история социального статуса роста, прихода тех денег, которые вы заслужили, заработали, на которые вы потрудились, вопросы с приобретением недвижимости. И вот здесь в июне у второй декады Овнов будут отличные просто моменты и вопросики сделки с недвижимостью, да, то есть они начинаются еще в мае, они продлятся еще и в июне, понимаете, о чем я говорю, да, потому что Меркурий будет в квадратуре с Сатурном, а это те моменты, когда нам и сложно, но мы договариваемся. Плюсом у нас еще там в мае Венера будет в квадратуре с Сатурном, и эта история тоже будет для Овна второй декады. Такой момент кризисных в отношениях, но если вы его переборете, то есть если вы объективно поймете, что то, за что вы бьетесь в своих отношениях, вам просто нужно поднять свой социальный статус, и тогда у вас все будет хорошо, то есть финансовую историю поднять, да, история, связанная с недвижимостью в том числе, тогда в июне у Овна второй декады будет очень хорошая, вот связана с этим история. Про Овна в первой декады почему не говорю май-июнь, потому что я же уже сказала, что у вас очень мощно начнется закручиваться вот с того момента, как Уран поменяет знак, а это с 26 апреля, ну, уже из середины апреля вы будете чувствовать ускорение Овны первой декады. Это рост, резкий бизнес, развитие вперед, это финансы, новая работа, возможно, новые отношения в том числе. И я не могу сказать, что это как-то плохо. То есть у Овна в первой декады вообще большой, очень сильный и мощный подъем. Поэтому здесь, конечно же, если вы не будете сами расти, подниматься, тогда это будут, скорее всего, напряженные моменты в вашей жизни, к которым вы не готовы, вам будет казаться, что это ко мне все пристали. А по факту вам нужно максимально Овны первой декады включиться в 2026 году. Овны третьей декады. Овны третьей декады почувствуют как раз-таки финальные вопросики в июне, завершающиеся, связанные с Юпитером, да, потому что здесь противоречивый такой аспект Юпитера. Но опять же, что хочу сказать. Кто смотрел мой осенний гороскоп на 2025 год? Помните, я говорила, что у нас весь ноябрь на небе стоит такой аспект Юпитер в оппозиции с Плутоном. Это напряженный аспект. Многие астрологи любят говорить про гармоничный аспект Юпитера с Плутоном, что это аспект миллионеров и миллиардеров. Я же истинно считаю, ну и астрологи, которые прям таки очень долго и основательно, фундаментально сидят в своей профессии, напряженный аспект – это всегда, когда финансов приходит гораздо больше. То есть вот этот аспект Юпитер в оппозиции с Плутоном начнет работать с 20-х чисел июня. Как раз у нас включится летнее солнцестояние. Понимаете, очень мощный день энергетический, 21 июня, когда солнце переходит первый градус знака Рак, включается у нас астрономическое лето по праву, и здесь включается эта оппозиция. На кого она будет максимально влиять? Она будет максимально влиять на Овнов первой и на Овнов третьей декады, но на Овнов третьей декады она будет влиять через противоречивый Юпитер. То есть здесь будет у вас столько внутреннего недогования Овны третьей декады, негодования в июне, когда вам будет казаться, ну вот просто вас будет распирать такая, даже не могу сказать, что ярость, абсолютное чувство неудовлетворенности. И вот если вы здесь включите и честно себе признаете, чего вы хотите, здесь начнется у вас такой большой, мощный рост, то есть новая ступень, еще выше ступень. Понимаете, почему я говорю, что было бы хорошо не затягивать эту историю до июня, понимаете? Вот если бы разобраться с этой историей в январе 2026 года, то тогда полгода вы уже были бы на другом уровне, понимаете? То есть если вы в январе разберетесь со своими вопросиками,
было, конечно, еще лучше в декабре 2025, вот прям бой курантов, подвести итоги, где реально не доработали, где реально смолодушничали и сказали, что как-то, ой, мне вот и малым достаточно будет, да, тогда, конечно же, здесь истории будут в июне очень классные, у Овнов третьей декады. Либо же противоречивые и только ждать, ну, уже ноябрь-декабрь 2026, когда будет такой большой всплеск активности через Юпитер. Понимаете, я о чем говорю? Но зачем ждать, когда можно не ждать? Вот. У Овнов первой декады июнь вообще будет очень классный, очень мощный. Естественно, если вы не потеряете себя, возьмете вот эту хватку еще в апреле, мощную, да, вообще каждый месяц, начиная с января-февраля 2026 года будете ускоряться, тогда, конечно же, лето у Овнов первой декады будет просто невероятно какое-то мощное. У Овнов второй декады июнь и июль будет очень сильный, двигать вас к приобретению недвижимости, если вы не сделаете этого раньше. То есть здесь тогда у вас будут все максимальные сделки, ваша жизнь будет максимально к этому подводить, то есть как-то либо у вас что-то будет плохо резко в своем жилье, либо вас как-то будут выселять, либо финансы будут уже, придет вот эта точка кипения. В отношениях же опять хочу сказать, что все вопросы вы сможете решить финансовым путем, принятием своего уровня ответственности, и тогда у вас будет просто невероятный, очень классный июнь. Приобретайте недвижимость, улаживайте свои вопросы в отношениях, в любовных, вкладывайтесь в основательные и серьезные покупки в своей жизни. Это Овны второй декады. Июнь и июль будет вот такой. И да, мы движемся в июле. В июле у нас всегда традиционно. У нас Сатурн и Нептун уходят в ретроградное движение. Так вот, 7 июля у нас Нептун уходит в ретроградное движение, 26 июля у нас Сатурн уходит в ретроградное движение. И плюсом, конечно, мы уже все будем чувствовать весь июль влияние как раз-таки смены кармических узлов знаков, потому что они просто весь месяц будут стоять в первом градусе оси рыбы-девы, и уже прямо-таки будет очень сильно считываться вот это настроение, которое случится у нас 27 июля 2026 года. Кармические узлы поменяют знаки, и начнутся такие мощные основательные вопросики как раз-таки у Овнов третьей декады. Вот кармические узлы меняют знаки, и это максимально чувствуют Овны третьей декады, потому что не получится пойти вперед, в рост, в развитие дальше без вот этого чувства, кто я, чего же я хочу на самом деле. Потому что кармические узлы – это всегда наши вопросы не просто, как мы живем, там зарабатываем деньги, а то именно как наша душа этого просит, этого требует, можно это так назвать, да, и не получится вразрез со своим «я» идти как раз-таки в эту жизнь. И да, как раз-таки вот этот большой аспект Юпитера с Плутона будет точно так же работать и у Овнов третьей декады по-прежнему, это еще и июль, и август, смело могу сказать, и у Овнов первой декады. То есть здесь, мои дорогие, понимаете, вопросы больших финансовых сделок, движение вперед, в рост, в карьеру, что же вы хотите от своей жизни, заработать, построить, какие отношения вы хотите, свой профессионализм, социальный статус. Эта вся история будет очень сильно работать у Овнов первой декады, у Овнов третьей декады. Кармические узлы будут задавать все те же самые вопросы, и без своего внутреннего ощущения, как я хочу на самом-то деле, не получится движение вперед. У Овнов второй декады история на этот июль будет связано прежде всего с Сатурном, и уже плавное будет вот это движение к коридору затмений, и, конечно же, развертка всех ваших больших мощных дел, движений, яркости у Овнов второй декады будет уже в августе. Понимаете, если что-то не сделаете в июне и в июле, то август тоже потрясающий месяц. Дорогие, у нас у всех включается коридор затмений с 12 августа по 28 августа. Это очень гармоничный коридор затмений. То есть очень много энергии, яркой, благоприятной, мощной. И, конечно, есть свои минусы. Так, например, эти минусы будут в отношениях сбои у Овнов первой декады, потому что здесь
На период этого коридора затмений будет какое-то иллюзорное восприятие в отношениях, захочется чрезмерного романтизма. Нептун, он может давать либо иллюзии, либо самообманы. И когда мы не находим вот этот чрезмерный романтизм в своих отношениях, мы идем на сторону где-то это искать. Поэтому здесь постарайтесь избежать измены в ваших отношениях, потому что они потом будут скрыты и будет очень резко меняться ваша жизнь. Потому что здесь Венера в точной оппозиции с Нептуном, который идет по Овнам первой декады. У Овна второй декады этот коридор затмений будет очень продуктивный, потому что здесь Сатурн, гармоничный аспект Солнца с Луной, и с Юпитером тоже складывается вот эта очень классная история. Вообще хочу сказать, что тот момент, когда с 30 июня Юпитер перешел в знак Льва, он будет очень быстро идти по каждой декаде. Так, например, в этот коридор затмений Юпитер переключится вот уже в августе. Да? Казалось, всего лишь июль он делал аспект Овна первой декады. Это месяц прорыва, июль. У Овна в первой декады максимально движение вперед в рост на как раз-таки тех оптимистичных аспектах Юпитера, про которые меня многие спрашивают. Для Овна второй декады начинается как раз-таки с этого коридора затмений. Юпитер переходит во вторую декаду Льва и будет делать потрясающий аспект Овна второй декады. Здесь история связана с социальный рост, социальный статус, расширение масштаба вашей деятельности, профессиональной, личной, в любовных отношениях в том числе. То есть захочется переезд, отдых, поездка. Очень хорошая история будет у Овна в первой декады, но в конце месяца у Овна второй декады. Но в конце месяца постарайтесь в отношениях не начудить. Если вдруг захочется вам где-то как-то в отношениях куда-то разменять свои отношения на другие, ну, подождите, подумайте, остановитесь. Не надо так, аккуратнее. Потому что в отношениях, конечно, у вас тоже должно быть максимально хорошо. Не тратьтесь на нелепые какие-то быстрые покупки, сделки. Здесь основательное, очень важное, очень такое, которое только будет в рост. Приобретение недвижимости, да, что-то для своей профессии, новые знания, тоже будет хорошая история Овна второй декады. Вложиться в поездку, в переезд, тем самым получить тот самый жизненный опыт, который хочется, тоже очень хорошая история. И Овны третьей декады. У вас, конечно, дорогие, в этот коридор затмений в августе вопросики, связанные с кармическими задачами, да, будет распадаться аспект с Ураном, однозначно это в плюс, да. Здесь нужно будет вам сделать как можно больше в этот коридор затмений, хороший аспект с Марсом. Ну и будьте аккуратны в своих страхах, переживаниях и фобиях, не уходите в какие-то дебри, не топите себя в своих иллюзиях, потому что Лилит буквально идет последние градусы. И уже в начале сентября уйдет в знак Козерога, и Овна в третьей декады отпустит, получается, да. Поэтому здесь убирайте страхи, фобии, переживания, они вам абсолютно ни к чему, все должно у вас получиться. Ну и сентябрь. Ну и сентябрь у нас 11 сентября уходит в ретроградное движение Уран. Ничего нового, он всегда в сентябре уходит в ретроградное движение. Плюс-минус в этих же числах, да, у нас Лилит меняет знак. 13-14 Лилит меняет знак и переходит в знак зодиака Козерог. Начинает квадратурой влиять на Овна в первой декады. То есть все ваши максимальные страхи, переживания, фобии, с которыми вы не разобрались в начале 2026 года, то есть это январь, февраль и март. Вот здесь уже задачи будут посложнее, здесь уже будет казаться, что вы упустили очень много и очень множество возможностей. И здесь начинается у нас у всех, дорогие Овны, и первой, и второй, и третьей декады, такой очень сложный период осенний. Сейчас буду вот так это округлять, обобщать, потому что здесь я вообще могу очень многое сказать. У нас не просто Лилит меняет знак, у нас еще в десятых числах сентября вот Уран поменял знак, и Венера вошла в знак Скорпиона. Она не просто вошла в знак Скорпиона, она еще и вошла в Скорпиона в квадратуре с Плутоном. Плюсом у нас с 3 октября календарно на небе период ретроградной Венеры. Период ретроградной Венеры продлится с 3 октября по 14 ноября. Плюс у нас там накладочка с 24 октября по 13 ноября период ретроградного Меркурия, тоже в Скорпионе. И он тоже будет в квадратуре с Плутоном. Понимаете, о чем я говорю, да?
То есть и эта история у нас накладывается весь октябрь и ноябрь. Потом Венера выходит из ретроградного движения, и до конца декабря 2026 года мы фактически будем проходить все те же периоды несостыковки, ссоры, скандалы, интриги, расследования, которые случались с нами в сентябре 2026 года. И с десятых чисел сентября, вот Венера, когда в Скорпиона входит, начинается вот этот как раз-таки момент. Но хочу сказать, что у кого-то начнет эта история работать, вот я уже говорила, да, еще и в коридор затмений, который в августе. Поэтому если у вас начинаются какие-то сбои в отношениях, про что у нас вообще Венера, да, и когда она оказывается ретроградной, то есть мы с этими вопросами разбираемся максимально глобально. И так получается, что у нас на 4 месяца вот этот период времени, когда мы будем с этим разбираться. Венера. Это, во-первых, наш внешний имидж, облик, то, как мы выглядим. Кто-то устал в декрете, кто-то растворился в брачных отношениях, себя запустил, перестал выглядеть, себя оценивает необъективно, да, то есть пришла вот эта какая-то глобальная усталость. Венера – это про наши отношения, про наше люблю, про наше нравится в отношениях. Любим ли мы себя в этих отношениях, вообще нравится ли нам в этих отношениях, наш уровень комфорта в этих отношениях. Это то самое, что мы хотели, или прошло какое-то время, и мы перестали стараться. Плюсом Венера – это еще и про финансы. И у всех эта история, мои дорогие, будет работать по-разному. У Овна в первой, второй и третьей декады период этой ретроградной Венеры будет работать по-разному. Для кого-то это будет максимально скандальный период. Для кого-то это период будет максимального построения бизнеса, и это получится очень классно и невероятно. У кого-то получится с большими мощными покупками, вкладами в том числе, да, у кого-то это будет разрыв отношений. И здесь, понимаете, нет хороших и плохих, есть только та сила и наши эмоции, с которыми мы справляемся. Я же все-таки за то, чтобы вот в сентябре начать четко понимать, чего же мы хотим. Вообще это было бы классно еще делать, начать в августе 2026 года. Но мы же вообще не любим вот это вот все. Мы люди, ленивые существа, которые начинают что-то делать, когда уже обстоятельства просто колокола нам стучат, понимаете, я в дверь, да, не просто звоночки. Так вот, в сентябре уже будут прям такие мощные звоночки, вопросики с финансами, когда будет не хватать денег для каких-то своих хотелок, желаний, либо будут вопросики в отношениях, но Венера однозначно это тоже про наши деньги. Венера является управителем второго дома денег, понимаете? Кто-то зарабатывает всю жизнь по второму дому деньги, ему с этим хорошо, замечательно. Кто-то не переключается на шестой или на десятый. Кстати, у меня есть финансовый гороскоп Овна, в конце этого видео прикреплю, посмотрите. Это брошюра, которую вот просто все должны знать, как зарабатывать деньги, какие качества нужно включать для того, чтобы денег было больше. Понимаете, о чем говорю, да? Забегая вперед, у Овнов нужно включать Марс, ваш управитель, когда нужно делать максимально просто. Хотя бы делать. Не ждать маны небесной, не ждать лучший период, а просто делать. И да, в сентябре начинается вот этот период, когда все в жизни будет идти не так, как хотелось бы. У Овнов первой декады, вот этот период ретроградной Венеры, который вот в сентябре уже начинают вот эти звоночки идти, когда будут там страхи остаться одним, страхи, что не получится, страхи, что в отношениях какие-то совершенно не те истории, либо истории нехватки денег. Опять же, когда Лилит у нас переходит в знак зодиака Козерога, то все страхи и фобии, которые с нами будут случаться, то есть у Овнов, получается, с сентября 2026 года, и когда Лилит покинет Козерога, сейчас прямо-таки прокручу, и это у нас июнь 2027 года. Понимаете, да? Овны всех декад. Как это будет случаться? И да, основные страхи, которые будут вскрываться как раз-таки у Овнов с сентября, там же еще накладывается период ретроградной Венеры, понимаете, да? Это чувство одиночества. Я боюсь, что меня бросят, меня покинут. Ну, то есть там различные страхи. Можете покопаться в психологии, можете в ней не копаться. Во всяком случае, здесь и Лилит будет в квадратуру с Нептуном, который идет по Овну первой декады. Здесь вопрос страхи брошенности, страхи иллюзий, вдруг меня обманут, вдруг мне изменят. Это примерно одно и то же самое. Хочется какой-то вот такой любви, но как будто она никогда в жизни не наступит. Здесь убирайте все иллюзорные восприятия Овны как раз-таки первой декады. У Овна второй и третьей декады история будет связана
с чувством одиночества, остаться без средств существования, без денег, не смочь себя прокормить. Но то, что меня тоже не любят, это такая фундаментальная козерожья история из жизни, да, чувство одиночества, никому не нужности, при всем при этом заработать много денег и остаться одной. То есть это тоже такая история. Поэтому здесь, понимаете, профессиональная сфера и личные любовные отношения. То есть это та история, за которую нужно будет очень хорошо взяться вот как раз-таки уже с сентября 2026 года. У Овнов первой декады эта история будет связана с иллюзией, романтизмом в отношениях в том числе. У Овнов второй декады для вас, наоборот, это будет продуктивный период с сентября приобретения недвижимости. Приобретение недвижимости, построение своего социального статуса, карьера, заработок денег, популяризация вашей деятельности, потому что здесь потрясающий аспект Юпитера по второй декаде Льва будет идти. То есть эта история в сентябре Овна второй декады будет очень классно. Здесь главное не страдать и не переживать. У Овнов третьей декады история, кармические узлы никуда не деваются. Опять же, разбираясь в Лилит во всех своих страхах, переживаниях и фобиях, будет получаться очень хорошо. Но у Овнов третьей декады начнется с октября очень классная продуктивная история, как раз-таки связана с Юпитером, потому что в период ретроградной Венеры Юпитер перейдет в третью декаду Льва. И у Овнов третьей декады вот здесь начнется, хоть и период ретроградной Венеры, да, но начнется большое, мощное движение вверх и в рост. Поэтому, дорогие Овны, третьей декады в сентябре и в октябре максимально классный период продвигаться вперед, строить свой бизнес, при всем при этом договариваться очень сильно. Хорошие вопросы приобретения недвижимости, в том числе у Овнов третьей декады. Овнов первой декады, я не хочу сказать, что, дорогие, у вас эта история в период ретроградной Венеры будет связана с большими какими-то депрессивными состояниями, они у вас, конечно же, будут. Знаете почему? Потому что чем крупнее ваша цель, тем больше страхов вас будет одолевать. Убирайте вот эту историю со страхами, историю в отношениях, что если вы пойдете в карьеру, вы забросите как-то там свои любовные отношения, уделяйте время любовным отношениям, уделяйте время своей профессиональной деятельности 50 на 50. Тогда вам получится удержать вот эти качели, которые будут. Но вообще октябрь и ноябрь у Овнов первой декады будет очень классный, очень мощный, очень продуктивный, очень яркий. Но опять же, если не справитесь с этой энергией, можете многое потерять, поругаться, потому что там у нас еще встает Марс в оппозицию с Плутоном в период ретроградной Венеры, а это аспект большой, очень мощной силы. Это разрушающий аспект. Но если вы человек в жизни агрессивный, если вы знаете, как свою агрессию конвертировать в финансовое состояние, тогда Овны первой декады для вас начинается октябрь, ноябрь и декабрь. Просто потрясающий период. Делайте как можно больше, и у вас это будет. Не тормозите, не уходите в иллюзии, в свои какие-то переживания, разбирайтесь в себе как можно сильнее. И тогда уровень ваших финансов будет идти вверх, и отношения ваши будут становиться качественнее. Конечно, это напряженные аспекты. Я прекрасно понимаю, что нужно приложить очень много сил для того, чтобы это было так, как я сказала. Но если вы приложите, дорогие, вы скажете по итогу, что 2026 год это был лучшим годом в вашей жизни. Это я говорю Овнам первой декады. Это если убрать все иллюзии, самообманы, это если трезво и зрело посмотреть на свою жизнь. Понимаете, я о чем я говорю, да? И тогда итог 2026 года для вас, и я сейчас буду еще подводить, да, будет очень классный. Овны второй декады. У вас как раз-таки в октябре Сатурн будет идти по второй декаде Овна, но уже в ретроградном движении, да, в оппозиции с Солнцем. И здесь момент все-таки в очень хорошем аспекте будет, и хоть и в отдаленном, но с Ураном. И здесь хороший момент Овны второй декады. Это ваша профессиональная деятельность в октябре, да. То есть здесь ни в коем случае не провисать, здесь ни в коем случае не впадать в какие-то иллюзии. Там и Марс уже будет в ноябре тоже в очень хорошем аспекте, ну, то есть из-за Льва идти. То есть здесь движение вперед, прикладывая максимально своих усилий, продуктивности и плодотворности. Вам нужно приобрести недвижимость, вам нужно поднять свой социальный статус, карьерный. Тогда у вас все это будет, и у вас это получится. И здесь главное не тормозить. Овны третьей декады, октябрь и ноябрь
Здесь уже говорила Юпитер с третьей декады Льва, при всем при этом в соединении с Марсом уже в ноябре, в соединении с южным кармическим узлом будут делать аспекты Овном третьей декады. Здесь нужно максимальную планочку себе задать, но реалистично смотреть на себя, свою позицию в этом мире. И тогда декабрь у вас будет очень классным и потрясающим. И если подводить итог 2026 года вообще для всех, для Овнов, да, дорогие, хочу сказать, что было бы очень хорошо, если бы вы в январе 2026 года максимум, вот прям февраль, даже не затягивая до февраля, убрали все иллюзии в своей жизни, все свои какие-то сомнения, что вы чего-то там недостойны, что у вас чего-то там не получится. Да, есть определенные моменты, когда нужно пересмотреть свою точку зрения, убрать все лишнее из жизни, да. Как правило, это наши мысли, которые нас тормозят, и мы не идем вперед. И тогда, если вот эту вот нудную, неприятную работу сделать, да, по факту берем книжечку, блокнотик и пишем себе честно. Мы можем даже своим половинкам про это не говорить, там какие-то свои переживания. У себя, если наводим в голове порядок, тогда 2026 год будет таким большим ростом для овнов и первой, и второй, и третьей декады. Овны первой декады, у вас вообще максимальный прорыв, то есть делайте как можно больше, у вас такое ускорение начинается, у вас столько всего, эмоций, силы, действия. И здесь главное не сдаваться, потому что если будете впадать в вот такое ленное, депрессивное состояние, тогда, конечно же, в жизни будет сразу финансовые вопросы, сразу какие-то долги образовываться, сразу вообще не то, что вы планировали. Овны второй декады, у вас большая мощная история тоже на приобретение недвижимости, на профессиональный статус, но сначала вы должны пройти максимальные вопросы, а это весна 2026 года, когда вы понимаете, что вы не доработали, где вам нужно подняться, да, где вам нужно работу над своими же ошибками проделать и, да, признаться себе в них для того, чтобы больше не делать этого и только ускоряться и идти в рост. Овны третьей декады, ну, у вас вообще начинаются кармические такие вопросики во второй половине 2026 года. И чем быстрее вы в них разберетесь, тем быстрее вы, конечно же, пойдете в рост, в развитие. Так могу сказать, что 2026 для овнов третьей декады, если вы не идете в развитие, то тогда это первая половина 2026 года очень противоречивый период вашей жизни, когда можно полностью свою жизнь поменять, поругаться, и это было бы не очень хорошее обнуление. Поэтому не обнуляйтесь. Дорогие, я записываю этот гороскоп максимально, знаете, для того, чтобы вы понимали, как построить свою жизнь. Потому что на самом-то деле, вот вы меня очень часто спрашивали, как будет идти наша жизнь вперед, развиваться, когда же будут изменения. Хочу сказать, что 2026-2027 год – это очень потрясающие года вообще для всех. Для овнов так вообще потрясающее просто количество энергии и событий, которые будут в вашей жизни. Но в тот момент, когда Сатурн поменяет знак и перейдет в знак Тельца, он это будет делать еще и в квадратуре с Плутоном. Очень большие финансовые и нефинансовые кризисы в наших жизнях, в наших столетиях были, когда Сатурн был в напряженном аспекте с Плутоном, будь это соединение, будь это квадратура. Это активные военные мощные действия, это большой дефицит вообще всего. Поэтому, дорогие мои, постарайтесь вложиться в свою жизнь максимально качественно, ярко и как хотите вы на своих условиях в 2026 году. В 2027 мы, конечно же, продолжим. Да? Кто-то перейдет уже на новый скачок, как, например, овны первой декады, вы подключитесь, будете еще больше, да, овны второй, третьей декады, вы будете получать свои результаты своих плодов, да, то есть своей в жизни, да, то, что вы сделали, да, свой профессиональный статус, и вы будете видеть это в своих отношениях, что вложили, то и получили. 2 ближайших года просто потрясающие. Нас всегда отделяет от нашей жизни, которую мы хотим, наши страхи, переживания и сомнения. Постарайтесь их убрать в начале 2026 года, овны первой, второй и третьей декады, и тогда у вас будут просто 2 невероятных года в вашей жизни, когда вы будете понимать, что ваша жизнь та, которой вы ее сделали. И это самый главный подарок, который мы можем себе сделать. Я желаю вам потрясающего 2026 года. Я все-таки тоже Овен.
Я здесь вместе с вами. Ваш гороскоп вышел позднее всего, потому что декабрь на самом-то деле очень сложный, и я это тоже прекрасно понимаю, поэтому не затягивайте декабрь 2025, ускоряйтесь и идите вперед, максимально разгребая свои завалы. Я желаю вам потрясающего года. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Я в режиме свободного времени на все отвечу. От меня еще, естественно, кармические гороскопы в 2026 году, для того, чтобы было максимально понятно, куда двигаться. Они будут работать до конца 2027 года. То есть, грубо говоря, в 2026 году весной вы получите гороскопы, которые будут работать еще 1,5 года. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому планируйте свое время заранее, делайте это со своим напором, яркостью и движением вперед. Я заканчиваю. Увидимся с вами в следующем ролике. Желаю вам потрясающего года. Пока-пока.